Мы попробуем сегодня проехать к горному озеру Кельсу. Дороги как таковой туда нет, но у нас есть трек чей-то, и по этому треку попробуем проехать. Айда. Стравимся до единицы. Тут такая грунтовка разбитая, жесткая. Перед озером Кельсу уперлись в пограничный КПП. Возвращайтесь, говорят, 90 километров назад за пропуском. Ни в одном отчете не видел упоминания о пропуске. Так что знайте, без пропуска только до шлагбаума. Поэтому продолжаем совершать свой объезд. Высота 3200, на улице +3. Надо успеть приготовить ужин, иначе будет минус. А то будет холодно. Минус на улице не появился. Ехали, радовались, погода хорошая. 10 поселков проехали. В последнем поселке Кёккерим в магазине продавщица спрашивает: а куда вы едете? Я говорю: да тут вон Джалалабад рядышком. А перевал-то закрыт. Но женщине я не поверил, проехал дальше, водителя Зила застал. А перевал-то уже 20 дней как закрыт, там снег 2 метра. Вернулся назад, нашел водителя УАЗика, там еще куча друзей. 2 недели назад шел снег, у нас было вот так вот где-то 5 сантиметров, а там, говорит, 2 метра навалило снега. Можешь доехать, там фотки классные получатся. Я говорю: лопатой, может, там как-то Никакой, говорит, там бульдозер не разгребает уже. Вот такие дела. И получается, нам сейчас надо делать крюк назад. Порядка где-то 700-800 километров по всем тем дорогам, которые мы уже проехали. Ну, где-то там можно чуть-чуть скостить, там 20, 30, 40 километров, но практически будем повторять свой обратный маршрут. Вот такие у нас дела. Сегодня за целый день по пылевым вот этим вот грунтовым дорогам проехали только 150 километров. Это вот с половины 12 до 8 вечера мы только 150 километров проехали. Ошончун мало. А большой мало, он там снег, солнце, снег, потом вода. Он максим. Он вода, талкан, будай. Короче, максим. Пейте, пейте. Алису привет передай. Алис, привет. Я такой не буду пить. Вот. Обед пастуха из чего стоит? Бутылка Максим И хлеб, да? и кусок Нан. домашнего хлеба. Нан. Не хлеб, нан. Да. Вот такой обед на целый день. Зато он стройный какой. Зато какой стройный. Ну, подкармливаем, каши налили ему, чаю сейчас дадим с печеньем, накормим пастуха. Будет вспоминать Россию с хорошей стороны. Вот так дружелюбие между странами, оно и образовывается, да? Так ведь страны дружат, да? Да. Англичанин бы какой-нибудь мимо проехал бы, hello, да, и Да, поехал, да. да, и пиздец, блядь. А русский остановился, он тебе, пожалуйста, каши, этих самых Да. пряников, Вы чаю, вы да? точно говорю. Англичан, он нам И здравствуйте, hello. hello. Да.
Объезжаем город Нарын, едем на Джалалабад. Едем короткой дорогой через горы. Связи нет, на улице плюс 15, ночью около 0. Пылища неимоверная. Увидели колонку, остановились набрать воды. Скоро начнется перевал и снег. Она высасывает. Офигеть, как насос. В 12 часов дня на улице плюс 22. 23. Уже 23. Скажи дома, скажи дома. Дома-то я откуда знаю сколько. Дома шторма там какие-то 12-бальные. Весь город затопило. А здесь дождя до сих пор нет. Едем в направлении Джалалабад. До него около 160 километров. Открутил отстойник топливного фильтра. Слить отстой. Отстоя вообще никакого нету. Даже грязи никакой нет. Чистое полилось топливо на белую тряпку я слил. Ни воды, ничего. То есть, видимо, не грязное топливо, а само качество топлива плохое. На выхлопной трубе у нас за последнее время образовались какие-то отложения, такие хлопья жирные, черные, до того, как заливали равинол Октан Бустер. А в Калининграде, когда мы ездим, выхлопная труба имеет бархатный черный налет, которым даже можно спокойно вот так брать и красить брови в черный цвет девушкам. А здесь будут жирные, липкие, такой, как вот такие у нас дела. Сейчас проведем запуск двигателя непрогретого, посмотрим на дым с трубы. Завелись нормально, ничего не двоит, не троит. Ну, конечно, надо стараться, я не знаю, как выбирать топливо, тут заправки все одинаковые, они говорят, да, у нас везде топливо плохое. Надо или присадок больше брать, чтобы на каждой заправке заливать, я, в общем-то, не знаю даже, что сказать. Дизелиста мы тут какого вряд ли найдем. Коня подковать можно, барана остричь можно, а дизелиста, наверное, мы не найдем. Сегодня утром был кровавый рассвет. Кровавый рассвет – предвестник изменения погоды. Все горы заволокло облаками. Глянул прогноз погоды. Сегодня после обеда к вечеру ожидается снег. Снегопад продлится 3-4 дня и понижение температуры. У нас две дороги. Через мост Актал мост закрыт на ремонт, пропускает только пеших и конных всадников. Мы сюда объезжали этот мост 2 дня, порядка 350 километров через 3 горных перевала. И дорога через угольный бассейн Каракечи, порядка там 3300 метров высота. Неделю назад мы там ехали, там уже был небольшой снег. Так что, если здесь задержаться, то у нас есть шанс задержаться на неопределенное время, пока снег растает или его кто-то тут расчистит. Я сомневаюсь, что кто-то здесь чистить будет. Скорее всего, тут они будут зимовать все, как полярники. Так что будем выезжать через угольный бассейн. Вчера за целый день по горной дороге и стиральной доске проехали 154 километра. У нас загорелся датчик АБС и ТЦ. Что-то отвалилось, наверное. Первый раз за 2 месяца дождь пошел. На улице 2,6 градусов, поэтому завтракаем в машине.
перевал берем, все заснежено, дорога короткая. Начинаем рыть. Короткая дорога, на перевал поднимаемся, на неуставной какой-то. На 3000 появился снег. На передние колеса поставили цепи. Посмотрим, как оно пойдет. Если что, добавим на задние. Вперед! Выезжаем на перевал, последние шпильки пошли, глубокий снег. У нас цепи стояли только на передних колесах, не тянет. Поставил на задние. Движем вперед. На передний мост. Дальше снега еще больше, ни хера не проехать. Снимаем украшения, цепи, отстегиваем, снег заканчивается, высота 2,5. Мы едем на Джалалабад, чтобы потом попасть в Ош. Перевал, высота 3150 метров, минус 3 градуса за бортом. Все завалено снегом, и дорога уже скользкая. Вчера был снег и минус, сегодня плюс 20 градусов. Едем на Ош. Пробуем осуществить промывку форсунок. Двигатель запитан из вот этой бутылки по кругу. В бутылку добавлен очиститель форсунок дизельных. Ее, значит, по кругу он гоняет. Здесь стоит фильтр перед двигателем, чтобы топливо, грязь там не попадала. Также осуществляем прочистку форсунок водителю одновременно. Вообще, вот ассортимент. Что ассортимент? На рынке ни хрена нету. Два вида присадок, вот такая вот российская и вот такая. Ну вообще у нас еще две бутылки осталось равинола дизеля, цитан бустер. Вот он себя хорошо показал. Но как-то будем стараться комбинировать с плохим топливом. А топливо очень плохое. Качество топлива сразу заметно по обогреву двигателя. Здесь стоит дизельный обогрев двигателя. Когда его включаем, из-под машины валит белый дым. Такого никогда в Калининграде не было. Он просто работал и грел двигатель. А сейчас валит клубами белый дым. Вот можно как судить о качестве. Соответственно, у нас эти самые форсунки забились, тяга пропадает, периодически глохнет. А нам еще ехать в Таджикистан, где топлива нет, и оно еще хуже. А в Узбекистане там вообще непонятно чем заправляют. Мы попытаемся завтра еще 2 канистры купить к 2 и уже купленным. Значит, у нас на крыше сейчас 80 литров топлива, а мы положим еще 80 литров с собой. Это будет у нас 160 литров топлива с собой. Вот такая обстановка. Банка нагрелась, так как топливо в бак не поступает. Дадим немножечко остыть
Пусть фазрунки раскоксуются, и через там час я еще раз приду, заведу, дам поработать. Мы перед выездом в Таджикистан нашли хорошую солярку в Оши. Сейчас все банки заполним, навяжем и поедем. Доброе утро. Отдыхаешь, да? А? Отдыхает, да? Ехали на Памирский тракт, а ночью темно уже было. Мы тут заехали, увидели место и стали. В Оше простояли 5 дней. У меня была проблема со спиной. Ходил в медицинский центр на массаж, растягивание, капельница, электрофорез и уколы. 5 дней. Отъехали от Оша порядка 60 километров вчера. В 30 метрах от нас дорога, Памирский тракт. Едем в Таджикистан. По пути увидел 3 парней на перевале. Крикнули «Hello!». Какой в жопу hello, говорю. Привет. А, так вы русские. Подвезите нас на 3-й поворот до КамАЗа. У нас мест нет, говорю. Только если на подножке и бампере. Да, хорошо. Был бы англичанин, он повез бы их на подножке через перевал. Сомневаюсь я. Как поездка? Нормально? С ветерком? Отлично! Они тут 3 дня ремонтировали раздатку у своего КамАЗа, груженного 20 тоннами угля. Вот так круто! Мы выехали из Киргизии, проехали нейтральную полосу, которая длилась порядка 10 километров. Заехали на верхнюю точку 4280. Перевал называется Кызыл-Арт. И здесь начинается уже Таджикистан. Высоко и довольно с непривычки трудно дышать. И еще холодно к тому же. Ну все, едем в Таджикистан.